my protocol is a little different. Мои исследования несколько отличаются. Most doctors are MDs, medical doctors, and they use double-blind control studies. Double-blind. People don't, one group paired against another. Большая часть медицинских светил используют сравнительные исследования, да, когда результаты одной группы сравниваются с результатами другой группы. I'm different because I'm a police officer's daughter. Я работаю несколько по-другому, потому что я дочь офицера полиции. I can honestly say I was raised in a police station. Я честно могу признаться, что я росла и воспитывалась с младенчества в полицейском участке. My father started teaching me police investigative techniques at the age of 9 years old. Мой отец начал обучать меня техникам расследования, полицейским техникам расследования с 9 лет. And he was very strict. И он очень строг был со мной. So I learned very young never to ask a leading question, just study bodies and people and what they do. Я привыкла к тому, что не следует задавать прямых таких навязчивых вопросов на предмет исследования. And to cross-check my work again and again and again. И много раз я перепроверяла результаты своей работы раз за разом. A lot of people call me the Snoopy researcher. Многие люди называют меня таким дотошным следователем, дотошным исследователем, потому что я все время интересуюсь и задаю вопросы. I have written now 10 books on my findings. Сейчас я уже к нынешнему моменту я написала 10 книг по предмету своего исследования. Some of my work now has been verified in clinical studies. И некоторые результаты моей работы были признаны в медицинских кругах. If you know anything at all about Lancet Medical Journal, it's one of the best in the world, and I'm in Lancet. Если кто-нибудь слышал из вас о медицинском журнале Lancet, да, это одно из ведущих мировых изданий медицинских. Let me tell you why I'm a researcher. Теперь, если позволите, я скажу вам, почему я занимаюсь этими исследованиями и расследованиями. It's because I died 3 times in 1977. Это случилось потому, что я пережила 3 клинических смерти в 1977 году. And each time I had a near-death experience. И каждый раз, когда у меня был вот этот околосмертный опыт, and each was different. Каждый из них отличался от предыдущего. And in my third one, и в третий раз, I reached the realm that we in research call the realm of all-knowing. И в третий раз я достигла реальности, состояния, которые исследователи называют уровень, информационный уровень, уровень всезнания. Да? Там тот уровень, где содержится абсолютно все знание и вся информация. That's fairly common. A lot of near-death experiencers get to that realm. И на самом деле это довольно распространенный случай, когда человек, переживающий клиническую смерть, оказывается на вот этом информационном, в этом информационном поле. That realm is where all the puzzle pieces of life are answered for you. Это тот уровень, на котором содержатся все ответы на все наши вопросы и складываются все пазлы и загадки, скрываются в нашей жизни. While I was there, пока я находилась там, I heard a voice speak to me. Я слышала голос, который разговаривал со мной. Decades before I died. Long time before I died. За десятилетия, фактически до того, как я испытала клиническую смерть, I had been in yoga, meditation,
altered states and mysticism, all of that. На протяжении десятилетий, до того, как я испытала клиническую смерть, я занималась йогой и измененными состояниями сознания, и мистицизмом, и всем, чем можно было заниматься. So I knew about angels and guides and guardians and all those kinds of voices. Я знала и об ангелах-хранителях, и просто об ангелах, и о наставниках, и обо всех тех голосах, которые могут с человеком разговаривать. This voice wasn't like that. Этот голос, который я услышала в состоянии клинической смерти, был совершенно другим. I call it the voice like none other. Yeah. Да, этот голос не похож ни на какой другой. Не похожим ни на какой другой. Совершенно особенный оказался голос. My feeling was it was of God. И у меня возникло чувство, что это голос Бога. And the voice said, И голос сказал: test revelation. You are to do the research. One book for each. И голос сказал, что сейчас ты, в общем-то, у тебя происходит такое вот озарение, открытие, и ты должна будешь заняться исследованием, написать одну книгу на каждый вот случай клинической смерти. That's why I'm alive. Поэтому я жива, до сих пор в теле жива. I came back to do the work. Я вернулась, в общем-то, в тело, чтобы исполнить эту, чтобы выполнить эту работу. I'm not the one who's written all the bestsellers. Я не тот автор, которому принадлежат бестселлеры. And been on the stage. Я не тот автор, который собирает аншлаги и массовые залы. I'm just the one who does the work. Я тот автор, который занимается непосредственно работой. And I retired this year. Я в этом году вышла на пенсию. This is 33 years. I retired this year with my 10th book. И вот после вот этих 33 лет работы, написав 10-ю книгу свою, я вышла на пенсию. So I kept my promise to God. Я сдержала свое обещание, данное And now I'm free. My 10th book comes out in January next year. Моя 10-я книга будет опубликована в январе следующего года. Hampton Roads is publishing it in America. В Америке издает издательство Hampton Roads. I don't know what they're going to call it. Не знаю, какое название ей будет присвоено. Publishers always change the name. На самом деле издатели всегда меняют название книг. What I called it Как was я ее назвала? Straight Talk about the near-death experience. Я ее назвала прямой разговор об околосмертном опыте. Who we are as humans Кто мы такие? Кто мы как люди, да? and where we're headed И куда мы идем? Куда мы направляемся? as the souls we truly are. Как души, которыми мы на самом деле являемся. But I don't know what the final title is. Но я не знаю, какое будет окончательное название, когда книга будет опубликована. I guarantee the book will be controversial. Я гарантирую на 100%, что книга будет очень противоречивой. Because in the book I take all of us Потому что в книге beyond what we think we know about the near-death experience. в книге я раскрываю и объясняю всем гораздо больше наших привычных представлений о клинической смерти, об околосмертном опыте. Beyond transformations of consciousness. Я сильно выхожу за рамки преобразования реальности, преобразования сознания. All of it. Я переступаю все возможные рамки в этих направлениях. And I show why and how in detail and specifically. И я показываю как и очень подробно останавливаюсь на этом. What the transformational process is. Очень подробно останавливаюсь на том, в чем заключается процесс преобразования, Why it's necessary. зачем он необходим,
for the evolution of the human race. В свете эволюции человеческой расы. So, we'll talk about these. Я буду рассказывать об этих мифах. Just say a few words about the Are we going to have a seminar? If enough people sign up, we might have a seminar tomorrow. Да, если у нас наберется достаточно желающих, то завтра мы можем начать проведение семинара. And if we do, then we'll go in depth about the near-death experience. И как раз на семинаре я собираюсь довольно подробно рассказывать о клинической смерти, об околосмертном опыте. I want you all to realize there's not just one pattern. Я хочу, чтобы вы все поняли, что нет одного единственного шаблона. There are really 4 types of a near-death experience. На самом деле, опыт клинической смерти или околосмертного опыт можно поделить на 4 типа. The overall pattern is universal. Every country, everywhere. Да, первый тип это вселенский, и это работает независимо от воспитания, сознания, расы, страны. But what people see, what people go through, how they describe it is different. Но, в общем-то, то, что люди наблюдают, находясь в этом состоянии, и то, что они описывают, и как они это описывают, это может отличаться друг от друга. I'll just briefly give you the 4 major types of the experience. Я вам кратенько расскажу об этих 4 типах переживаний. The first one is the initial experience. Первый уровень, так называемый начальный. It has just a very few elements. Там присутствует всего несколько элементов, несколько Something составляющих. like hearing a special voice. Прежде всего, это слышание особого голоса, A quick in and out of body experience. быстрый выход, краткий выход из тела, Maybe meeting the friendly dark. может быть встреча с такой так называемой дружелюбной, дружественной темнотой, Or being in the loving nothingness. или человек оказывается в вакууме, в состоянии ничего, наполненном любовью. A lot of children have that kind. Очень многие дети описывают вот эти вот Adults too, but mostly kids. Это встречается и у взрослых, но больше детей испытывают, попадают на этот первый уровень, скажем так. The second one is the heavenly or pleasant near-death experience. Второй тип опыта я бы назвала таким приятным опытом или небесным. This is the one Райским. you hear the most about. Вот именно о нем большая часть рассказов. Movies, television, books Именно о нем talk снимают mostly about this one. да, больше всего снимают фильмов, пишут книг, проводят шоу и так далее. You're usually met by loved ones who have died before. На этом уровне человека, как правило, встречает родственная душа, там любимый человек, который ранее ушел из жизни. Even animals. There's lots of animals that show up in these experiences. Даже много животных там оказывается очень Maybe a часто. pet that died. Очень много домашних животных, которые умерли у владельцев, да, и если владелец испытывает состояние клинической смерти, то его может встречать какие-то родственные домашних животных. It's usually very beautiful, И обычно это очень красиво. like a loving family reunion. Этот уровень очень красиво, исполнен любви, теплоты, как вот, любящая семья, в которую попадает человек. A lot of these people have a life review. И у многих людей, имеющих подобный опыт, им показывают жизнь как вот такую ускоренную кинопленку. The third one is the hell-like or uncomfortable near-death experience. Третий вид опыта – это, ну, скажем так, адский опыт или
неприятный опыт. These are not rare. Это тоже достаточно часто встречается. A lot of people have these experiences. Очень у многих людей был подобный опыт. They can involve things like a bad storm. Тут может человек столкнуться с неким подобием бури, ужасной бури. Or the person gets caught in a swirling vortex. Или человек попадает в воронку. They can be stranded where there's nothing at all. Или человек попадает в некое место или пространство, где вообще ничего, никого нет. It's like they've been abandoned. То есть человек испытывает ужасающее чувство одиночества. Many of them have to fight to get out or to pray to get out. И многим для того, чтобы выбраться из этих уровней, из этих мест, да, условно говоря, приходится либо молиться, либо как-то бороться. Some of them wind up in Hollywood-type dungeons. Кто-то наблюдает сцены, подобные голливудским фильмам. The fourth type И четвертый тип опыта is the transcendent experience. – это опыт вознесения. Oh, I forgot to mention, with the hell-like experience, a lot of these people have life reviews also. Человек, который испытывает такой негативный, страшный опыт клинической смерти, да, им тоже, как правило, показывают всю жизнь, как панорамно показывают всю их жизнь. The transcendent experience Опыт вознесения, скажем так, is usually the most complex. это самый, наверное, сложный, самый многогранный. Very seldom is there a life review. Очень редко в этом случае человеку показывают его жизнь. Very seldom is there anything personal. Очень редко случаются какие-то личностные моменты. With the transcendent experience, these people often wind up in some kind of spiritual college where they're learning things. Spiritual heavenly college or university. Переживая четвертый тип околосмертного опыта, люди оказываются, как правило, в неком духовном вселенском университете, духовном учебном заведении, где они быстро-быстро обучаются. Sometimes they hop aboard a light ray and tour the universe. Иногда они следуют за лучом света, который ведет их во Вселенной. Many of them are shown all of history. Многим из таких людей показывают отрывки истории. And many of them are challenged to come back and make a big difference in the world. И многим из людей, испытывающим подобный опыт, в общем-то, бросают такой своеобразный вызов, состоящий в том, чтобы человек решился вернуться обратно на Землю и изменить сознание живущих людей. Let me now bring you up to date Так, сейчас with the позвольте, latest research findings. я вам немножечко расскажу о своих последних исследованиях. Most of these are medical findings. По большей части это медицинские моменты. We now know Сейчас мы точно знаем, between 4 to 5% of the general population in any country will have these. Значит, если говорить о статистике, то приблизительно 5% населения любой страны имеют подобный опыт. In the crisis, in the area of crisis, like in a hospital or an accident scene, В периоды кризисов или в местах кризиса, ну, например, там больницы или аварии, которые имеют место, 12 to 21% of the people
will have one of these. Люди, которые вот оказываются либо в больницах там, со сложным заболеванием, либо попадают в аварии серьезные, от 12 до 21% будут иметь подобный опыт. Why some people have them and some people don't, we do not know. Причины, по которым некоторые испытывают это состояние околосмертное, а другие не испытывают, нам неизвестно. We now know through scientific research Сейчас мы точно знаем, и это было научно доказано, that things like out-of-body experiences, что выход из тела, опыт выхода из тела, the dead come back, воскрешение мертвых, otherworldly journeys, путешествия в другие миры, even the blind being able to see again in the experience, прозрение слепых вот, во время этого опыта are normal это нормально, and это natural естественно to the experience для самого эксперимента, and are not in any way для самого опыта. И я ни в коем случае не related to things like oxygen deprivation, я никоим образом не имею в виду случаи недостатка кислорода, hallucinations, галлюцинации, the dying brain, умирание мозга, or any of the medical theories previously suggested. или многие медицинские теории, которые были выдвинуты ранее. We've been able to verify that none of these skeptics, none of it holds up in scientific studies. Я точно могу сказать, что все эти скептики, они не имеют ни малейшего отношения к научным исследованиям. What we know today То, что мы знаем сегодня, is that no matter how long the person is dead, то, что мы знаем сегодня, заключается в том, что неважно, сколько времени человек был мертвым, no breathing, без дыхания, no pulse beat, без пульса, no brainwave activity, без мозговой активности, без излучения мозга, no EEG readings. EEG. ЭКГ, без каких-либо без признаков работы мозга с ровной энцефалограммой. Even completely dead, То есть абсолютно мертвый человек, a person will have continuous, full consciousness with all faculties working. Этот человек, тем не менее, получит вот этот вот опыт, где будут задействованы абсолютно все способности и возможности. Because this is now verified, И сейчас это подтверждено и доказано. it has caused the medical community many challenges. И это доказательство подобного опыта, в общем-то, бросило достаточно серьезный вызов медицинскому сообществу. The medical community now must address the near-death phenomena. И сейчас, так или иначе, медицинское сообщество вынуждено обратить свое внимание и заняться изучением околосмертного опыта. Because of that, И из-за этого in England and the United States, в Англии, в США, maybe some in Europe, I'm not sure yet, и, может быть, где-то еще в Европе, я, правда, не до конца уверена в этом, there are at least 100 medical colleges существует порядка 100 медицинских колледжей, now teaching classes on the near-death phenomena. в которых читают курс по околосмертному опыту, по клинической смерти. It's not just a book anymore. То есть это не просто книжка, которую я написала. This is very real. Это на самом деле очень настоящая, очень реальная вещь.
with all of the researchers, not just me, и все исследователи, не только я, the average time without vital signs в среднем время нахождения в состоянии мертвости, да, когда человек не проявляет никаких признаков жизни абсолютно, is from 5 to 20 minutes. составляет от 5 до 20 минут. Now we know that 3 to 4 minutes you'll be brain dead without enough oxygen. Мы знаем, что через 3-4 минуты начинает умирать мозг из-за Or at недостатка least brain injured. кислорода или в мозге случаются повреждения. This is what I'm telling you now is a signature feature of real near-death experiences. Это очень я вам рассказываю, я хочу особо обратить внимание на этот признак именно того, что человек испытывает околосмертный опыт. No matter how long they are dead. Независимо от того, сколько человек находится в состоянии смерти, not only is there little or no brain damage. Not only. И не только то есть мозг не только не повреждает, но имеет либо совсем маленькие, незначительные повреждения, либо совсем не повреждается. But they come back with brain enhancement. Но люди возвращаются, испытавшие нечто подобное, возвращаются с, как сказать, с улучшением мозговой деятельности, с улучшением, с усилением работы мозга. It means you come back smarter than you were before. То есть расширяются способности, возможности мозга, и человек возвращается оттуда. Somehow it expands the brain's capacity. Гораздо более умным, чем до подобного опыта. Каким-то образом в этом состоянии расширяются возможности и способности мозга. If they continue to prove this in medical studies, и если продолжится изыскание научное, медицинское научное изыскание на эту тему, it will challenge the basis of science itself. То по большому счету основы медицинской науки будут в своем роде подорваны, что ли. So this is a very big thing. Их надо будет пересматривать определенно, и это очень важно. Now, in January of this year, Итак, в январе этого года Dr. Jeffrey Long came out with his book. Доктор Джеффри Лонг издал свою книгу. It's called Evidence of the Afterlife. Которая называется «Свидетельство после жизни». It is his belief through his research. И он убежден, опять же, основываясь на своих исследованиях, that he can prove there is an afterlife and that you go there when you die. Он убежден в том, что, и он может это доказать, что после смерти физического тела начинается не другая жизнь, не продолжается другая жизнь, да, и мы все туда попадаем. Next month, June, и в следующем месяце, то бишь в июне, Dr. Pim van Lommel of Holland, доктор Пим Вен Лома из Голландии. He's a cardiologist. Это кардиолог. Heart doctor. He comes out with his book called Endless Consciousness. Он, в общем-то, выпустит свою книгу, которая называется «Безграничное, бесконечное сознание». Dr. Lommel is one of the finest researchers in the field today. И доктор Лома является одним из самых признанных и весомых исследователей вот этой области на сегодняшний день. And he in his book talks a lot about consciousness and intention and how alive our universe is. И в своей книге доктор Лома описывает, рассказывает о намерениях, о сознании и о том, насколько вообще живая Вселенная. In September, в сентябре, September, да, через несколько месяцев, в сентябре, the AWARE study makes its report. AWARE, A-W-A-R-E, AWARE, that's the name of it. Значит, общество, ну, тоже, которое называется AWARE,
выпустит результаты своих исследований. Aware means awareness in, what is it? Awareness in resuscitation, something like that. Спасибо. Значит, и они посвятили это исследование осознанию, осознанности в реанимации, в состоянии реанимирования, в состоянии реанимации. They are doing the largest study yet. И вот это их исследование по поводу реанимации, реанимирования человека самое обширное исследование. A number of countries are involved. Там участвуют очень многие страны. 600 patients, 20 hospitals. И в этом исследовании принимает участие 600 пациентов из 20 стран. They make their report in mid-September. Вот в середине сентября выйдет как раз отчет об этом исследовании. So that's coming. Вот все на подходе. I really think part of their report is going to be a failure. Я думаю, что часть вот этого отчета, она, как сказать, будет безосновательной. I say that because of the type of tests they are setting up. И я говорю это потому как знаю тесты, которыми они пользуются. To prove the out-of-body experiences. Тесты, которыми они пользуются для подтверждения, для доказательства опыта выхода из тела. And I don't think they're setting up good tests. Я думаю, что эти тесты не совсем корректные. So I don't think they're going to find anything, but that's just my opinion. Лично я, извините, это мое личное субъективное мнение, считаю, что они не так много исследуют. But the rest of their studies are good. С помощью этих тестов, но в остальном их отчеты, их исследования очень хорошие. And I know they'll be able to prove a lot about continuous consciousness after death. Я знаю, что им удастся действительно привести множество доказательств в пользу существования сознания и осознанности после состояния смерти. And then next January comes out my book, И в следующем январе, как я уже сказала, выходит my final one. моя последняя 10-я книга. And it is very, very specific Она очень особенная. about DNA, about the pineal gland, about the brain, about all kinds of things. Я рассказываю там о ДНК, о мозге, о щитовидной железе, шишковидной железе, гипофизе. Большое спасибо. Эпифиз. Эпифиз. So that gives you the schedule. Да, вот такое вот у нас расписание на ближайший год. Oh, gee. Would you like to ask some questions now? Вопросы какие-нибудь у вас? Or make some statements? How many here have had a near-death experience? Околосмертный опыт. Anybody else? Здесь присутствующий Just the two of us? испытывал. Anybody else around here a walking dead person? I am. We always used to laugh at Dr. Raymond Moody. Всегда, в общем-то, подсмеивались так несколько над доктором Раймондом Моуди. Because he said most of his friends were dead people. Потому что он говорил, что большая часть его друзей это мертвые люди. Oh, what can I say? Well, if you don't have questions or anything in particular, and I hope you all come tomorrow to find out more. Если вопросы, если у кого-нибудь есть, у меня есть. Oh, you have a question? Вот такой большой исследовательский опыт, а что дает ваше исследование тем людям, которые не были в такой ситуации, да? Практически что-то может предупредить? Other people who haven't experienced near-death experience, so to speak, can they get something from Yes. something useful from your method? Yes. Except for the medical points, medical parts. Yes. It is my belief, Да, я уверена,
And it is what I have been able to verify. Я уверена, я это, в общем-то, доказала. And it's because of the after effects. After effects. Последствия, которые очень важны. The after effects of a near-death experience Последствия околосмертного состояния are the same or similar либо абсолютно одинаковые, либо очень похожие. the after effects of anyone who's gone through a transformation of consciousness, no matter how. Независимо, значит, последствия переживания, испытания околосмертного опыта очень схожи или вообще совпадают с последствиями у человека, который испытал преобразование сознания. So what many people say when they read my books, И как многие люди, читая мои книги, они потом говорят, especially about the after effects and how it affects people, особенно вот касательно части they'll say, побочных эффектов, that последствий, happened to me, and да, I didn't have a near-death experience. они говорят, вот у меня это тоже присутствует, со мной это тоже случилось, но я не испытывала состояние клинической смерти. Если даже применяете Либо да? Yes, any other method. Да, Мы можем да. как бы это сравнить. Я теперь испытывала, и мы испытываем техники. Meditation, Да, медитация, prayer, молитва, Kundalini breakthroughs, значит, открытие, поднятие кундалини, shamanic vision quests, шаманские техники по получению видений, да, видений. these visionary breakthroughs that happen in churches sometimes. Вот эти видения, которые имеют место иногда быть в церквях, There's lots of different ways способов of очень shifting много. your consciousness. Способов сдвинуть, преобразовать сознание очень много. Lots of books are out now Сейчас вышло очень много книг, that teach you how to shift your consciousness. которые непосредственно напрямую учат нас тому, как преобразовать свое сознание. You can do it by deciding to. И можно добиться этого, просто приняв решение, хотеть преобразовать сознание. Let's say you want to be a better person, you want a better life. То есть, если вы говорите себе, что я хочу стать более хорошим Lots of books человеком, teach that. я хочу жить более хорошей жизнью, то у вас есть очень много And информации на этот счет. And много depending способов. on you И исключительно от вас зависит, and how willing you are to follow those steps in your life, насколько вы готовы, согласны и желаете предпринимать вот эти вот шаги, которые приведут вас к этому you begin to change too. да, преобразованию сознания, и, соответственно, вы начнете меняться. What's the big difference with the near-death experience? Чем так вот сильно отличается околосмертный опыт? It happens when people did not make a choice for that. Он имеет There's место, no choice. вне зависимости от согласия или решения человека. То You есть, didn't choose to be a better person. человек не принимал решение о том, что он хочет измениться в лучшую сторону. You didn't choose to change your consciousness. Он не принимал решение о том, что хочет преобразовать свое сознание. All you wanted to do was live. Все, что хочет человек делать, просто жить. So it's happening to little children and babies. И это случается даже с младенцами, совсем прям маленькими младенцами и маленькими детьми. It can happen in the birth canal when a baby is being born. И это может случиться непосредственно в момент рождения, до того, как ребенок сделал первый вдох в своей жизни. And the child remembers it. И ребенок это запоминает. When they're old enough to speak И когда ребенок or подрастает draw pictures, и научается говорить или act рисовать, things out, или как-то выдать информацию, да, которую... then they start telling their parents, "Oh, there's an angel there and she's talking to me." Как правило, такие дети говорят, вон там ангел, который со мной разговаривает, говорят своим родителям. Or they'll talk about the experience they had in mommy's womb. Или дети начинают рассказывать своим мамам о вот этом опыте, который у них был. И мама, конечно, пугается.
where they were told why they were being born and what they were supposed to do. Потому что фактически ребенок, когда родился, получив этот опыт, получил вместе с ним инструкции насчет того, что он должен делать в своей жизни. Many of these children come back with the ability to heal. И многие дети, получив подобный опыт, возвращаются со способностью к целительству. The ability to see auras and to see the dead. Auras, the light around people. И многие дети после подобного опыта получают возможность и способность видеть ауру, видеть ангелов. They'll know the future before it comes. И они видят, знают будущее до того, как оно наступает. A lot of that in this book. Очень многое описано в этой книге. So it can happen all kinds of ways. То есть это может произойти любым, множеством способов. But anybody learning about this can be helped. И все, кто узнают об этом, получают эту информацию, это своеобразная помощь, которая приходит к человеку. Especially someone who has lost a loved one. Особенно для тех, кто потерял близкого, любимого человека. You have hospice here? Hospice, the deathbed, you're taking care of people who are very ill. This kind of material is very helpful. Вот этот материал тоже очень помогает тем, кто находится в хосписе или тому, кто помогает ухаживать за людьми, находящимися в хосписе. То есть людям помогает людям, фактически, которые обречены на смерть. What excites me Что меня очень сильно воодушевляет, is what the near-death experience shows us. так это то, фактически, что являет нам околосмертный опыт. Is how incredibly gifted Насколько более одаренными and capable и способными, all of us are. насколько более одаренные и способные мы все с вами. These are not special people. Это, в общем-то, обычные люди. These are all kinds of people. Совершенно разные люди. And they come back pretty much the same way. И они все возвращаются, испытав вот это состояние клинической смерти, очень похожими друг на друга. And people who learn about this И те люди, которые узнают о клинической смерти, о подобном опыте, can be helped just hearing about it. они могут получить помощь, которая им необходима, просто прочитав эту информацию или услышав ее. We have done studies Мы, опять же, занимались исследованиями, проводили исследования of people who never had a near-death experience. Мы исследовали людей, которые никогда не испытывали клинической смерти, околосмертного состояния, But just read books about it но которые читали об этом книги or talked to an experience. или беседовали с тем, кто имел подобный опыт. And they began to show the after effects too. И вот эти вот люди, которые просто получили эту информацию, они тоже в какой-то момент, у них тоже начинают проявляться вот эти вот побочные положительные эффекты, как если бы они тоже испытали это состояние. So we're talking here about something that affects everybody. Поэтому мы здесь с вами говорим о том, что так или иначе влияет абсолютно на всех. I'm not just telling you tales Еще раз хочу сказать, что я не рассказываю сказки about great masters. о великих учителях. No, Нет. this is everybody. Это обычные рядовые люди. Doesn't matter the country. И вне зависимости от страны. Doesn't make any difference whether you believe in God or not. И при этом совершенно не важно, верите вы в Бога или не верите. Most near-death experiencers come back Большинство из тех, кто пережил околосмертный опыт и вернулся обратно в жизнь, head over heels in love with God. они дальше живут в любви и согласии с Богом. Они переполнены этой божественной любовью. And they take on a personal relationship with God. И
каждого из них фактически устанавливаются личные взаимоотношения с Богом. Let me give you just a few case studies. Позвольте привести вам несколько конкретных Would you like примеров. that? Вам интересно? Okay. This is a man in Portland, Oregon. Значит, человек, мужчина из города Портленд, штат Орегон, да, спасибо. Portland, Oregon is in the northwestern part of America. Это северо-восточная Орегон, это северо-восточная часть Соединенных Штатов. It's one of our northwestern states. Это один из наших северо-восточных американских штатов. Portland is a very large city. Город Портленд достаточно большой. It was outside of Portland, Мужчина, значит, случилось это за пределами Портленда. way past the city into the hills and grasslands outside of the city. Значит, в такой холмистой, степь с холмами, да, в такой холмистой, в общем, сельской местности, степь и холмы. Вот. This is late October. В конце октября. Oregon is usually a very rainy state. Обычно в Орегоне идет много дождей, выпадает Lots of rain. много осадков. Частые дожди. It was cold. Было холодно. It had been doing a little bit of raining. Ну и так накрапывал дождик. And they had a sudden temperature inversion. That means that suddenly it was very cold. И в тот день случилось резкое падение температуры окружающей среды. That created a condition that we call black ice. Значит, и это создало условия для состояния, которое мы называем черные глаза. Now, black eyes Так, черные is глаза это you can't see it. So you're driving on the road and you can't see that there's ice. And it's solid ice, but you can't see the ice. Простите, не глаза, черный лед имелся в виду, black ice. Do you have black ice here? Наледь, когда резко падает температура, вот та влага, которая находится на поверхности дорожного покрытия, вдруг застывает и становится такой тонкой корочкой льда. И фактически ее не видно, но она присутствует. Очень скользко ездить на машине. This is near midnight or the dark of the night. Это случилось поздно, фактически ночью, практически около полуночи. And the fellow is out driving along by himself. И вот этот мужчина ехал один в машине. Going a little faster than he should have been. И ехал чуть быстрее, чем следовало бы ехать. And that temperature inversion happened. И вот упала температура. And suddenly there's ice and he can't see it. Образовалась вот эта наледь, а он ее не видел. He went around a very sharp curve. Ему требовалось повернуть там в каком-то месте, поворот был достаточно крутой. And he lost control of his car. И он потерял управление, фактически контроль над управлением за автомобилем. And he smashed into a great big tree. И врезался в большое дерево. The way he tells it, Как он об этом рассказывал, he said, I floated up to the top of the tree. Он говорил, что я взлетел практически на вершину дерева. And he's at the top of the tree looking down. Я с верхушки дерева посмотрел вниз. And he sees his car. Он увидел свою машину. And he sees his body. И увидел свое тело. His right arm was cut off. Ой, его правую руку оторвало. And he was bleeding И у него heavily. очень сильное кровотечение было. And he looked down and he couldn't, the body couldn't see. The body was blinded. И тело, оно не могло ничего не видеть, не делать, потому что тело было ослеплено. But it's the dark of the night anyway. Но в любом случае было темно, потому что была ночь. So he's looking down and he sees the condition of his body. То есть имелось в виду, что физическое зрение, оно не работало, потому что было очень темно, не было возможности что-то рассмотреть. Тем не менее, этот мужчина, он видел с верхушки дерева свое тело и то, что с ним происходило. And he's very concerned about his body because he doesn't want his body to die. Он очень
ему стало очень жалко своего тела, он не хотел, чтобы тело умирало. So he's on top of the tree and he's looking around for help. И вот, находясь на верхушке этого дерева, он начал оглядываться в And поисках помощи. there weren't any houses nearby, Но поблизости не было ни домов, ни but on a поселений. hill Но где-то на холме, away, далеко, two-story house, было двухэтажное здание. the right window had a light on in И it. вот в правом верхнем окне горел свет. And he said all he had to do was think himself over there, and he floated over there. И он решил, что он подумал, что нужно бы туда вот попасть. So he's looking inside that window on the second floor. И как только он об этом подумал, он сразу попал к этому дому, заглянул внутрь этого окна, And he saw a man inside. увидел там человека, мужчину сидящего. So he said И он сказал, вот that he jumped up and down and up and down и он прыгал. outside the window Он прыгал за окном and kept yelling to the man, и кричал, обращаясь к этому call мужчине, the police, there's been an accident. вызови полицию, потому что случилась авария. And he said it over and over again. И он Call раз the за police, разом кричал, there's been an accident. обращаясь к этому мужчине, вызови полицию, позвони в полицию, потому что случилась авария. The guy inside later told the police Значит, человек, который находился в этом доме, он действительно позже позвонил в полицию. he looked up at the window, Он посмотрел в окно, выглянул в and окно, to him it looked like a heavy fog. и, значит, для него вот этот вот, этот This мужчина, heavy душа, да, выглядел как очень And the густой, fog was jumping up and down. очень густой туман, такой вот сгусток тумана, и этот туман прыгал. And he told the police, fog doesn't jump up and down. И этот мужчина, когда позвонил в полицию, он сказал, туман же не может прыгать. And then he heard the voice in his ear saying, call the police, there's been an accident. And he went right to the phone and called the police. И вот когда он увидел этот туман, он тут же услышал голос вот того, который просил о помощи, что позвони в полицию и сообщи об аварии. И он сразу же позвонил в полицию. So the guy inside went to find a flashlight. The guy inside? The man inside да, человек, который был found a внутри, flashlight. да, он находился внутри вот этого здания, он получил такое озарение, вспышку, да. Went outside of his house Он выскочил из дома, and with a flashlight, он выскочил из дома с фонарем, trying to find the accident. он пытался найти вот эту вот аварию, где она And he случилась. finally found it way down there. И в конце концов он обнаружил это место. Вот And там. he was there when the police and the ambulance arrived, you know, И когда приехала saying, you know, here it is with his flashlight. полиция и скорая помощь, он, значит, уже был там и сигналил фонарем о том, что вот So they обозначение места аварии. They rushed the fellow to the hospital. Ну, вот этого человека из-за руля взяли в больницу. They were able to save his life. Ему спасли жизнь. They could not save his arm. К сожалению, руку спасти не удалось. He had been a professional artist, А он был and he was right-handed, профессиональным and he художником. lost his right arm. Писал картины правой рукой, но, к сожалению, в этой аварии потерял свою руку. And they could not bring his sight back. И не удалось восстановить зрение. So he's in the hospital. Тут он находился в больнице, The police verified и полиция подтвердила, the accident and the condition of the body. значит, зарегистрировала, подтвердила и аварию, и состояние тела, в котором он. The man in the house verified in the police report about the fog jumping up and down and him hearing the voice. Человек, который находился в доме, который, через которого просил помощи, да, пострадавший, он так в отчете полицейскому написал про этот прыгающий туман и про тот голос, который он слышал. This is all in the report. И это все зафиксировано в полицейском отчете. 3 months later, 3 месяца спустя, после всего этого, the man is still in the hospital, пострадавший, все еще находясь в больнице, and his sight came back. к нему вернулось зрение. So he grabbed a pen with his left hand И он взял ручку левой рукой and drew a picture of the accident scene. и зарисовал сцену аварии. The police were called in, Вызвали полицию and the man in the house. И вызвали того человека из They дома. looked at his drawing, Они посмотрели на рисунок.
And they said it looked like a photographic reproduction of the accident scene. Они все сказали, что это практически фотографическое And it was that perfect. воспроизведение сцены аварии. То есть настолько точно человек это все нарисовал. There's no way he could ever see any of it. И физически, если говорить физически и внешне, да, то не было у пострадавшего возможности рассмотреть вот эту аварию в таких подробностях. It's one story. I mean, the stories are like that. Ну, это вот одна из историй таких. Let me tell you the story about Margaret. А еще я хочу вам рассказать историю о Маргарет. Margaret was a middle-aged woman. Маргарет была женщиной, вернее, Маргарет это женщина средних лет. She had a daughter. У нее дочь, есть дочь. She taught school. Маргарет преподавала в школе. And she was a horsewoman. She raised horses. И она занималась, она занималась разведением лошадей, да, очень любила лошадей. She developed a very bad condition in her legs. Значит, у нее очень болели ноги. Blood clots and many other things. Да, тромбы были и много там всего. She was rushed to the hospital. Ее увезли, значит, в больницу. And they did emergency surgery to save her life. И пришлось ей делать операцию, чтобы спасти ей жизнь. During this surgery, И во время операции she left her body. Она вышла из тела. And she went to a very beautiful world where there was a lot of green lawn, green grass, and green trees. И она, значит, выйдя из тела, она попала в очень красивое место, в очень красивый мир. Значит, там была очень красивая зеленая трава, высокая, и зеленые деревья. On the other side of that was a river. Где-то там неподалеку была речка. While she was in all of this green, beautiful outdoors, и вот она находилась в этой прекрасной местности, зеленой, свежей. There was a voice that spoke to her. И с ней в этот момент начал разговаривать голос. The voice seemed to come from the land and the sky and everywhere. Голос этот, казалось, шел отовсюду, от земли, от неба, от травы. And the voice said, I need you to be a healer. И голос ей сказал, мне нужно, чтобы ты стал целителем. You are to heal people everywhere. И была договоренность с тобой, что ты будешь исцелять людей везде. When she came back, когда она вернулась обратно в тело, she revived just as they finished the surgery, and then they were trying to bring her back, and she came back. Ну, то есть вот вернулась в тело именно в тот момент, когда операцию уже закончили и пытались ее вывести. So they put her in the recovery room. Вот привести в сознание, она пришла в себя. She is conscious. В реанимационной комнате, значит, она пришла полностью в сознание. There was another man in the recovery room. И в этой реанимационной находился еще один человек. And he was screaming and yelling and in a lot of pain. И он очень сильно кричал, потому что испытывал сильнейшую боль. She looked over at him and saw what was wrong. Она посмотрела на него и увидела, что с ним было не так. And with her heart and her mind, she healed him. И вот силой своего сердца и силой своего ума она его исцелила. At the far end of the recovery room was another room. Значит, за реанимационной находилось еще одно помещение, еще одна комната. The windows to the room were all black. И you could not see through them. Окна в комнате были закрашены черной краской. No one went in or out of that room. И в эту комнату никто не входил, и никто тут не выходил. She looked at the room and saw through the wall. Она обратила свое внимание на эту комнату, и сквозь стену она увидела. On the other side of the wall was a bed, and she saw a young boy in there who'd been burned so
badly, his skin was black. Значит, в той комнате стояла кровать, на которой лежал мальчик, и он попал, в общем, он очень сильно обгорел, и кожа вся была черная, обожженная. So she projected her soul out of her body, went through the wall to visit the little boy. И она еще раз, значит, вышла из тела и приблизилась к этому мальчику, да, вот. She sat on the edge of his bed. He could see her. Она села на край его кровати, он ее увидел. He was about 7 years old. Мальчик маленький, 7 лет примерно. And he was very worried about dying. И он очень волновался, он не хотел умирать. Not for his sake, but for his parents. So she... Are you okay? Не потому, что он сам не хотел умирать, а потому, что он боялся за своих родителей. Ну, жалко было родителей. So she spent a long time with this boy, Она провела много времени с этим мальчиком, telling him it would be all right, говоря с ним, что будет все в порядке, and his parents could handle this, и что его родители проживут это. and that it was okay for him to die. The other side was beautiful. И если он умрет, в общем-то, это тоже будет хорошо, потому что с той стороны, He didn't have to be afraid. что ему не надо бояться. She went back to her body. Она вернулась в тело. 2 months later, she's in a wheelchair. 2 месяца спустя, когда она уже сидела самостоятельно в инвалидном кресле, And they had a big horse show. и у них проходил, вот, ну, в их поместье проходило большое, значит, шоу с участием многих лошадей. Her daughter was competing for a prize. Ее дочь боролась за приз, That's why Margaret was there. She wanted to see her daughter compete. и, значит, эта женщина, Маргарет, присутствовала там, она хотела посмотреть, как ее дочь выиграет. Her daughter won first place. И ее дочь выиграла действительно первое место. Then they announced the daughter's name and Margaret's name over the loudspeaker. И, значит, объявили по громкоговорителю имя победившей дочери и имя Маргарет. Surprise, surprise. Вот и сюрприз. The little boy's parents were there. Там находились родители, на этом же шоу находились родители того мальчика. They heard the announcement Они услышали вот это объявление. and they went to find her. Они пришли, разыскали ее там, Маргарет. And they found her. Они ее нашли. And the little boy had died. Мальчик действительно умер. But they were so grateful to Margaret for helping their son and helping them that her talking to their son had made such a big difference. And they thanked her again and again. И они благодарили Маргарет за помощь, которую она оказала их сыну, и за помощь, которую она оказала им, значит, и за то, что она помогла, в общем-то, пережить эти события и пережить это состояние. Они благодарили ее снова и снова. They knew her by her name Они узнали ее вот по ее имени фактически, because their son had told them her name. потому что их сын назвал им ее имя. He had described to them what she looked like. И он описал им ее внешность. Now stop and think for a minute. Вот на секундочку задумайтесь. Margaret was just out of surgery. Маргарет только, в общем-то, да, была только прооперирована. She's still on the gurney or hospital bed. То есть она была на кровати вот под аппаратами реанимации. There's no way she could have gotten out of that bed and walked over to that room. И физически она никак не могла встать и дойти до соседней комнаты. There's no way she could have ever known if anybody was in that room. И физически, внешне она никак не могла знать, находился ли кто-то в этой комнате или нет. None of the nurses spoke anything about this boy. То есть никто из медсестер ничего не упоминал об этом мальчике. Yet, at the horse show, when her daughter won, И тем не менее, вот на соревновании, да, когда ее дочь выиграла, the parents were there. They looked her up. They knew her name.
They knew what she had told their son, and they thanked her. Родители этого мальчика знали, кто она, не знали, как она выглядит, они нашли ее и поблагодарили за оказанную помощь. You see, she never physically Видите, то есть это не visited the boy. физически, она никогда не How did he know her name? не приближалась к мальчику. И тем не менее он знал, как ее зовут, знал, как она выглядит. What we're talking about here is the soul. То есть мы все-таки говорим с вами о душе. Извините, я хотел спросить, а вот какие-то конфессиональные объяснения вам помогали, например, там буддийское видение мира, скажем, оно как-то помогало опыт осмыслить? Confessional explanations help you, say Buddhism or some other confessions? Me? No. Нет. No. No. Just God. Straight Только God. Бог. Только Бог. Just Прямой God. Бог. No books. No religion. God. Никаких религий, никаких. Все, в общем-то, довольно интересно. It's all very interesting. Вопрос. Вы на свою смерть строите какие-либо планы, либо, может быть, отработать ситуацию, либо что-нибудь посмотреть, вот, как вот исследователь, вот именно на себе посмотреть. Строите вот такие планы или не строите? Простите, а вы слышали вот в начале, когда... вы еще попозже пришли? Просто госпожа Этуотер говорила, что она в 1977 году испытала 3 раза состояние клинической смерти, и каждый из них отличался от предыдущего. Ну, значит, уже пристрелка есть, уже есть определенный опыт, значит, еще можно как-то попрактиковаться. То есть все-таки... Клинической смерти? Не, ну, в смысле... Anybody want to get a book? I'll sign it for you. Все мы смертны. А это вот самый такой переход окончательный. Ведь все равно, наверное, какой-то есть у нее интерес. As a researcher, в качестве исследователя I cannot answer that. я не могу ответить на это. As an experiencer, И тем не менее, как человек, который испытал состояние клинической смерти, I can tell you я могу сказать, that we seem to know the other side because we've been there before. мы знакомы с реальностью на другой стороне бытия, да, потому что все там были. There are lots of great masters and psychics who have said that we plan our birth and we plan our death. Очень многие великие учителя, экстрасенсы, которые жили и существовали, говорили о том, что мы, каждый из нас, планируем свое рождение и планируем свою смерть. But what I can say to you as a researcher, И в качестве исследователя я могу вам сказать, that a lot of these claims that are very specific, что все вот эти заявления, они, как сказать, очень особенные. about where you go and why Куда вы идете, куда вы направляетесь, и кто вы такой, да? and what you plan, И что вы планируете для себя, что вы запланировали на эту свою жизнь. do not hold up in research. И тем не менее, они не настолько раскрываются вот в этом исследовании. It seems like Похоже, we can plan to a point, что мы в определенный момент, да, мы осознаем этот план, но не до конца. certainly by living certain ways. То, как мы живем, образ жизни, который мы ведем, да, It seems to point us in certain directions. он нас фактически направляет, ведет в определенное, в определенном направлении психологии. But when you finally die, Но в конце концов, когда вы действительно умираете, уже все, вот прям совсем умираете, you seem to go where you need to go, and you don't always know where that is. вы направляетесь именно туда, куда вы должны попасть, и вы не всегда знаете, даже вот уже после своей физической смерти, где это место находится. Many people are very surprised at where they go. И очень многие люди удивлены, оказавшись в том или ином месте. It's not always what you think. Да, это не всегда соответствует нашим человеческим представлениям. You can't make the claim. You cannot make the claim Нельзя, так сказать, подать иск или жалобу, that in death
everything's forgiven and everything is beautiful. Нельзя также сделать заявление о том, что нельзя вообще на 100% утверждать, что в момент смерти прощается абсолютно все, все в равной смерти. Because we are shown very clearly Потому что нам очень точно, очень четко показывают, that you meet whatever you need to meet. вы встречаетесь там, где вы должны встретиться с кем-то, да? And sometimes that's difficult. Иногда это приносит определенные And sometimes it's wonderful. трудностями, иногда это наоборот доставляет радость. Let me give you a quick example. Быстрый пример. Do you know what I mean when I say mafia? Мафия. Знакомое Mafia, слово, да? criminals, mafia, criminals. Okay, mafia. Итак, мафия. This was in Chicago, Illinois. В Чикаго. It was a mafia type man. Штат Иллинойс был такой человек, который, ну, Killed a lot of people. такой мафиози, да, убил Been множество kind of like a not so good guy. такой вот крутой мужик, извините. He had a near-death experience. И вот он оказался в клинической состоянии клинической смерти. He didn't go to hell. Он не попал в ад. He had a life review that was hell. И ему показали жизнь, которая, в общем-то, была адом сама по себе. We find this a lot in life reviews. И очень часто такие вещи In всплывают. his life review, Вот когда ему показывали панораму его жизни, not only was he shown all the things he did in his life, ему не только показали все, что он совершил в своей жизни до этого момента, and lived through again all the things he did in his life, он еще раз испытал это, прожил фактически эти моменты. but he had to live through what he did to each person Мало того, он испытал то, что испытывал каждый человек, которому он причинил зло. and how it affected them И он понял, как это повлияло на них, на их жизнь. and the repercussions in their life, И the after effects in their life. какие последствия это вызвало в их жизни. He had to feel all of their pain. И он испытал всю ту боль, которую причинил вот этим людям. Everything all these people went through that he had heard. И испытал, пережил все, что переживали его жертвы. He had to feel all of their pain. Ему пришлось испытать эту боль. And he had to see what happened to them because of what he did. Ему показали, значит, ему пришлось посмотреть на то, что случилось с каждым из этих людей в результате его вот воздействия на них. He was so traumatized by that Это была такая травма колоссальная для него, when he came back, когда он вернулся. that he left the mafia, Он покинул мафию, could not hurt anybody again, он вообще никого не мог обидеть после этого. and he began to work in a church feeding the poor. И он начал работать в церкви и вот раздавать бесплатные обеды. He said he wanted to make up for what he did. И он сказал, что таким образом он пытается хоть как-то вот воздать за то, что он Your life reviews can be pretty rough. воздать за то, что он натворил. Depends. Очень это все For some индивидуально, people- все зависит. It's like there's instant forgiveness, and they view it as if they are detached. У некоторых это вот после такого состояния наступает состояние все прощения, да, то есть они прощают и себя, и всех окружающих. И мало того, они начинают осознавать связь с источником, то есть Богом. But with other people, you have to live it all again. Но некоторым людям, как вот сегодня, требуется для вот этого осознания прожить абсолютно все заново. I was one of those. И я тоже Had to такой live it all человек, again. которому пришлось еще раз прожить все заново. Ну, в общем-то, ответ ясен, но все-таки вот It's quite clear, but то, что там дальше будет не совсем ясно, это тоже определенной вероятности не тоже ясно. Ну, а все-таки есть вот у вас желание из своей смерти сделать эксперимент, исследование или нет? То есть как пойдет, так и пойдет. Нет? Есть у вас это желание или нет? still to complete your plan to put your final as a kind of experiment, look at this as a researcher. No, Нет, no, I don't want to look at it as a я не researcher. хочу For делать. me, it will be just pure joy. Это будет для меня просто чистая радость. I mean, I know what it Вот is. это So самое мне было it's интересно. joyful. Это очень радостный момент на самом Look, деле. I've finished my research. То есть 33 years. я только I'm что, through. я, можно
рада тому, что вот за эти 33 года я закончила свое вот это глобальное исследование, что я теперь могу здоровье свободно. Now I get to share it with the rest of you. Ну, не знаю, вот, например, Фрэнсис Бэкон, он из своей смерти сделал эксперимент, так что это про самое было интересно. Ну все, я понял, да. I don't need to do that. Извините, я как бы, может быть, повторяюсь, но неужели в тех описаниях многочисленных посмертного опыта, которые есть вот в мировой, как бы, каббалистике... Подождите, около смертного или после смерти? После смертного опыта. Имеется же, в принципе, очень много их описаний. Неужели не нашлось соответствия? Вот то, что как бы пережила она и те люди, которых она исследовала. Ведь эти же соответствия же на поверхности. Они же неужели она их не... Нет, подождите, она исследует опыт клинической смерти, она не исследует после смерти, жизнь после смерти, она исследует исключительно опыт около смертного состояния, клиническая смерть, когда человек, умерев там на 5-20 минут, потом возвращается обратно. Те-то рассказать не могут. Но тогда же как бы вот этот, он же фрагментарный и начальный. Вот то, что как бы она исследует, получается фрагментарен, он начален, с самого начала как получается. Тем не менее, это способствует преобразованию сознания, это самое главное. Ну, кстати Можно говоря... я переведу, а то ну, получается. Oh, keep going. You're doing really good. You don't need me. So he says that probably you found some corresponding explanations or cases in Kabbalah or in some other books with what you were researching. No, I'm not a scholar. Я не ученый. I'm aware that there is some similarity Я with осознаю, like the Tibetan Book of the Dead. я осознаю, что есть некое соответствие When you к talk about- тибетской книге мертвых, когда вы говорите о, When you talk about the bardos. когда вы говорите о Бардоне, Yeah. But there are other researchers who do that work. Есть другие исследователи, которые занимаются этой работой, которые ее проводят. But I do not. Я нет. I'm interested just in the people. Я заинтересована больше всего именно в людях. I want to know Я хочу what's знать, happening in your life. что происходит дальше в вашей жизни. I want to visit with your spouse, your children. Я хочу узнать, как это влияет на вашего супруга или супругу, на ваших детей. I want to talk to your doctor. Я хочу поговорить с вашим врачом I want to talk to your neighbors. или с вашими соседями. I want to know how you drive a car. Я хочу узнать, как вы водите машину, если водите. I want to know how you handle your money. Я хочу узнать, как вы обращаетесь со своими деньгами. I want to know what you're like afterward compared with before. Мне интересно то, как вы будете вести себя, испытав этот опыт по сравнению с тем, And a lot как of вы the жили people до. I had sessions with И очень многие люди, с которыми я проводила эти сеансы, were significant others. So I did not spend a lot of time looking at what had been written about in various religious traditions. честно говоря, я не посвящала много времени изучению того, что описывается в разных религиозных традициях, скажем. We have a lot of researchers who did that, У нас очень много исследователей, которые занимаются непосредственно этим. but I wasn't one of them. Я не из их числа. То есть вы конфессиональную привязку вы не делали, вы специально как бы в неконфессиональную, да? Non-confessional researcher. I'm an independent. Да, независимый эксперт. Я понял. Но разрешите все-таки как бы тогда я скажу, что очень похоже на абстрактные буддийские миры без форм. Это первое, вот как бы то, что те стадии, там, дружественная темнота, там как бы все... Я переведу, а то это очень не Да. будет. So he says that still it's very, it looks like very much Buddhist initial... There is a similarity. Да, есть определенная похожесть. There is a similarity. Да, похожесть есть. Да. Сходство есть, да. И кроме того, Написать, в принципе, в тибетской книге это не описано, they но don't describe it in the Tibetan book of death.
They describe the bardos, and they're very similar to the bardos. Нет, барда описано, но вот эти абстрактные миры там, конечно, не описаны. Не описаны. The heavenly realms, the hellish realms, the different stages of dying. That's in the bardos. That's in the. Но они это не описаны, но как бы в более специальной буддийской литературе как раз описано вот это вот стадии именно предсмертные, вот так вот, преддостижения. Described in the special Tibetan or Buddhist literature, not in the Yeah, it's in there too. There are a number of researchers who are scholars like you. Есть ряд исследователей, которые ученые, and it is their belief. И они вот занимаются примерно тем, о чем вы спрашиваете, и они убеждены в том, that religion came from people talking about their near-death experience. Что религии возникли исключительно на основе рассказов людей о своем околосмертном опыте. They believe that's what originated what we call religion today. То, что они убеждены в том, что то, что мы называем сегодня религиями, исходит изначально вот из этих рассказов о клинической, собственно, клинической смерти. We can't prove that. Доказать, правда, это сейчас Yeah, we can't prove it, but there's a lot of evidence suggestive of that. Но свидетельств, которые предполагают, из которых напрашивается этот вывод, достаточно много. But I'm not a scholar and I'm not a philosopher. Еще раз повторяю, я не ученый, я не философ. So that's not my work. Это не моя работа. But that is the work of others. Это работа других. Ваш вопрос, пожалуйста. Я хотела бы спросить, вот как вы считаете, с чем связано, что некоторые люди испытывают негативный опыт, да, околосмертный? То есть это какие-то, возможно, традиции воспитания, и для чего это может быть человеку дано, то есть что таким способом высшие силы, да, хотят, как помочь человеку? No one's really sure, but I do have a suspicion. На самом деле никто не уверен, почему, но у меня есть такое сильное подозрение. I did find a very subtle pattern. У меня есть такой вот, образец или шаблон, но очень такой размытый. With all four types. Вот, который включает в себя все вот эти 4 типа, о которых я говорила. For instance, those that had these really brief ones. Например, те, у кого вот этот околосмертный опыт был очень коротким. The initial experience. Первый опыт, да, был очень коротким. Seemed to be that it happens to those people who seem to need the least amount of shake-up in their lives. То есть это случается с людьми, которым требуется в жизни некая встряска. All they needed was just a little shake. То есть такая встряска легенькая. Those people who had the heavenly experience, the really pretty nice ones. Те, у кого такой вот приятный, райский, можно сказать, опыт, да? Seem to happen to those people who most needed to know how loved they are. Значит, они относятся к тем, кому требовалось доказательство того, что их очень любят, то, что они действительно нужны и востребованы. And how everything in life has a purpose. И что все в жизни имеет свою определенную цель. Those people who have the hellish or unpleasant experience. Те, которые имеют вот этот неприятный опыт, попадая там во всякие неприятные реальности, seem to happen to those people who had deeply suppressed fears and guilt and angers. Такой опыт, значит, случается с людьми, которые очень сильно подавляют в себе страхи, чувство вины, shame, и всякие негативные чувства, стыд, например. The very deep
kind of repressed, kind of очень сильно подавленные stuck feelings. такие вот чувства, которые, ну, как застряли, да, в человеке. And those people who had the transcendent experience И люди, которые получают опыт вознесения, фактически, seem to happen to those people who were the most willing to completely turn their lives around and do something to change the world. Вот этот опыт вознесения получают люди, которые были готовы и согласны внести свой вклад в то, чтобы действительно изменить мир, положение вещей в мире. We call them the movers and shakers. Это, ну, так называем, мы их называем те, кто двигают, да, те, кто потрясают основы. Работники света. Ну да, workers of light. Yeah, something like that. Можно и так сказать. Only even more so. Или даже Мозгору свет, ошибаюсь. Bear in mind that these are very subtle. Subtle, soft, subtle, not very strong. Те, у кого такой вот легкий, краткий опыт. But I found them in every single case. Я обнаружила это в каждом случае, с которым сталкивалась, который исследовала. In other words, there seems to be a before. Другими словами, до того, как у человека случается подобный опыт, подобное переживание, имели место определенные события, какая-то подготовка, что ли. No matter how sudden Независимо от того, насколько внезапным является unexpected внезапным, неожиданным, death comes with an accident or surgery or whatever, является вот этот околосмертный опыт в результате аварии или там операции в процессе или еще как-то. if you spend some time with that person, which I did, Если вы проведете с таким человеком какое-то время, ну, как я обычно это делала, you find that there's a before. вы обнаружите, что присутствует некий такой подготовительный период. Either they weren't happy in their lives, Либо человек был очень так несчастлив в своей жизни, or they were ready for a change or wanted a change, либо человек как-то вот неосознанно стремился и требовал, и запрашивал каких-то перемен в своей жизни. or they felt their lives were perfect, so they would never have to make a change. Либо человек, наоборот, считал, что его жизнь идеальна и никогда бы не согласился ни на какие перемены. Or they carried around inside of them a lot of regret. Либо человек внутри сдерживал очень много, очень сильно сдерживал сожаление Or a lot of pain. или боли какой-то. There was always something ahead of the experience Всегда что-то предшествует вот этому околосмертному опыту. that showed me that somehow they were getting ready for something. И когда я узнавала об этих событиях, да, о том, как все складывалось, я понимала, что вот человек-то как раз был готов в тот момент, когда все случилось. Now, when we talk like that, Когда мы разговариваем подобным образом, we're talking about the soul. мы разговариваем о душе. And you can't talk about the soul as a hardcore researcher. И нельзя говорить о душе, ну, с точки зрения ортодоксальной науки. But you can talk about the О soul душе можно in говорить other types of research. через другие. Вот. Нельзя душу саму по себе вот так взять и исследовать, да, препарировать. Ее можно изучать через какие-то другие области. So therefore, I need to tell you a little bit about me. Поэтому мне надо рассказать вам кое-что из своего, наверное, личного опыта. Кое-что из себя. May I ask? She has a question. Oh, well, we're going to talk about the soul, but okay. Чтобы понимать, что вы говорите, я хочу задать вопрос, потому что давно уже пришел. Имеет ли приближение вот к этому опыту отношение, состояние просветленности человека? Об этом вы говорите. И степень приближения к Богу, вот вы говорите, что 4 стадии есть, да? Что как бы подходит момент, когда человеком случается.
wants to know if you can call this near-death experience a state of enlightenment. And are you enlightened person yourself? That's a tricky word. Это очень такой провокационный вопрос, провокационное слово. It depends upon what you mean by enlightened. На самом деле, что вы подразумеваете под просветлением? Most people who think they're enlightened Большинство людей, которые считают себя просветленными, are really just proud они and bragging. I haven't seen Yeah. people like that. Who is to say who's enlightened? Зачем вам это? Did Andre bring out my book, Beyond the Light, or Coming Back to Light? Did Andre bring out my book, Beyond the Light, or Coming Back to Light? Вы не принесли книгу «За пределами света»? Нет, она еще не выходила. А на английском тоже нельзя, да? На английском нет. No, he didn't. Okay. In some of my other books I talk about Значит, this. в некоторых своих других книгах, вот о которых я упоминала, And I don't know how to do it here, не знаю, как это сделать здесь, but I'll try. я попробую. Неужели клиническая смерть? If you look at energy and energy patterns, Если вы посмотрите, обратите внимание на энергию, на энергетические шаблоны, да, and I can see them, образцы, you can also trace them through people. и можно проследить вот то, к какому энергетическому образцу, энергетическому типу относится тот или иной человек. Это даже вы можете. If you look at Eastern and Western views of enlightenment, Если вы возьмете для, условно говоря, сравнения значит, просвещения с точки зрения Востока и просвещения с точки зрения Запада. С точки зрения Бога. And from the point of view of God. just me here. Нет, вот With Eastern religion, значит, в восточных религиях there's always exceptions, but in всегда general, есть и исключения, конечно, не буду утверждать, что это повально, но they в talk общем about energy coming from the bottom up, в восточных религиях building up the Kundalini and moving up. говорят о движении энергии снизу вверх, о кундалини, который поднимается снизу вверх. Да? In most of your Western traditions, В большинстве западных традиций they talk about energy either coming outside the self or from the top of the self coming in and down. они говорят о том, что энергия спускается сверху вниз. So it's really just directions of an energy current. То есть, по большому счету, всего лишь речь идет о направлении движения энергии. You can take all the religions and all the traditions and reduce them down to directional force of an energy current. Вы можете изучить там, все религии, все направления, да, условно говоря, вы можете заняться, изучить. И все, в общем-то, в итоге сведется к тому, в каком направлении движется энергия. Your real enlightenment comes Настоящее просветление наступает when the two currents converge. тогда, когда вот эти два световых энергетических потока встречаются. It creates a flash or light И образуется некая that вспышка, да, we свет, call enlightenment. который мы называем Enlightenment просветлением. means being changed by light. Просветление подразумевает изменения, которые происходят в человеке под воздействием световых энергий. Whatever happens in the human world, you can find the correlate in the natural world. Все, что вы видите в человеческом мире, вы можете наблюдать в мире природы. You Зерно, зародыш. can find an exact correlate for enlightenment in the natural world. В мире природы тоже, в общем-то, есть, в естественном мире есть
образец, да, шаблон, по которому все происходит. Аналог, да, спасибо. And it's called lightning. Это молния. Lightning is caused by thunderbolts coming down from the sky. The hot thunderbolts coming down from or lightning bolts coming down from the sky and meeting the negative or the more negative bolts coming out from the soil. It's not just a lightning stroke that goes straight down. That's not lightning. Lightning is when the two bolts meet. Как у нас в природе образуется молния? Молния образуется, когда встречаются два разряда. Один сверху, да, высокий, например, другой снизу, низкий. Или там один горячий, другой холодный. И тогда происходит вот эта молния. Молния сама по себе не вверху, вот не внизу, а именно при встрече двух вот этих зарядов. What we see as the lightning bolt is the energy bolt from the sky and the energy bolt from the soil, earth, meeting. Фактически, когда встречаются два вот эти потока энергии, один с неба, да, заряд с неба идущий, второй заряд поднимающийся с земли. That's what causes the spark, lightning. Возникает искра, то бишь молния. Now, when those two bolts meet and you have light, и вот когда встречаются вот эти два заряда и образуется молния, it creates nitrogen. Nitrogen. It fertilizes the soil. It creates compounds that fertilize the soil. Образуется вещество нитроген, азот, наверное, да, азот, который обогащает, в общем, Я предлагаю отдельную лекцию посвятить. Образуются микроэлементы, которые обогащают почву. Вот. The same thing happens in enlightenment, Kundalini, all of that. Происходит в процессе поднятия кундалини или там вот просветления, да? You raise the energy and you open up to the energy out there and bring it in. То есть, с одной стороны, вы открываетесь, открываете энергию, которая поднимается изнутри вас, и открываетесь энергии, которая идет сверху, с неба, и позволяете вот этим двум потокам энергетическим встретиться. That's true enlightenment. Это истинное просветление, но when those two bolts meet, когда встречаются вот эти два заряда, it creates fertilizer. То образуется fertilizer in the mind, it expands the mind. Происходит, ну вот случается нечто, извините, я не очень этой терминологией, честно говоря, владею. Она взрывается. You suddenly know more. Расширение сознания. Yeah, you're more. Расширяетесь вы, расширяется ваше сознание, преобразовывается ваше сознание. It's a natural process. Это естественный процесс абсолютно. And you can cause it by many different traditions, exercises. Для активации этого процесса вы можете пользоваться любыми упражнениями любых систем. But there's a catch. There's a catch. There's a catch. In enlightenment, all of that I've just told you is phase one. Все то, о чем я вам сейчас рассказала, Some people call them initiations. Первая стадия. It's just phase one. Другими словами. We get to go through it again for phase two. We get to go through it again for phase three. And on and on and on. Да, нужно If you say, is somebody enlightened? Нужно продолжать свое движение в этом просветлении. What phase are they in? Фазу, третью, там, и четвертую, и сколько их там будет, да? Always more. Потому что за первую, за имеющее место всегда скрывается и следует следующее. There's always more. Всегда больше, чем мы можем себе представить. Всегда имеется больше, чем мы можем себе представить. Извините, такой добрый вопрос. А вот апостол Павел почему умолчал? Он рассказал, что у него был посмертный опыт, но не рассказал его содержание. Как вы думаете, почему? Right. Надо у него спросить. There's been a lot of study on the Apostle Paul. Апостола Павла очень часто подвергают исследованию.
Some researchers feel that he had a near-death experience. Некоторые действительно согласны с тем, что у него был вот этот опыт клинической смерти. And other researchers feel he did not. Да дважды даже. Некоторые говорят, some say he has it twice. That's right. Some people believe he had a near-death-like experience. Кто-то говорит, что у него был опыт подобный клинической, то есть не сам опыт, а нечто подобное. You can have those too. You don't have to die to have a near-death experience. То есть для того, чтобы получить этот опыт, не обязательно умирать. So there's lots of different types, there's lots of different kinds of near-death experiences. То есть очень много типов вот этого околосмертного опыта, да, и много способов его получить. Не надо умирать для этого. What happened to Apostle Paul was valid. It was real. То, что случилось с апостолом Павлом, очень ценно и очень реально. Lots of people have this kind of transformative experience without having to die to get it. Очень у многих людей имеет место подобный опыт, да, без того, Почему он о нем не рассказал? Why didn't he tell us about Вам у него надо спросить. I can't answer for Apostle Я не Paul. могу ответить за почему. По-моему, глупый вопрос. Почему глупый? I can't answer that. Понимаете, много причин. Почему Библию там порезали? Почему нам Библию не помнят? Поняли. Но я к чему этот вопрос задаю? Не потому, что мне интересна его мотивация, а мне интересно другое. Ведь он как бы намекал на то, что опыт труден в пересказе, что нет как бы, реально сильно отличается и так далее. Вот все, что здесь звучит, не составляет трудности как бы, в пересказе. То есть все как бы легко передать обычными понятиями. Ну что там беспокоиться? На лекции. Ну попозже я приеду. Нормально? Ну а что тут все Ну я скоро приеду. It's not easy to describe. Нет, описывать на самом деле очень непросто, очень сложно. One of the things about the near-death experience is you don't have words to describe it. Одна из особенностей вот, исследования подобного опыта заключается в том, что часто нет слов, которыми можно описать то, что испытывает или видит или ощущает человек. How do you explain that all of a sudden you're out of your body and you can see 360 degrees all at the same time? Как можно объяснить или там рассказать или описать то, что вы, выйдя из своего тела, вот находясь вне тела, да, вы одновременно видите все окружающую вас действительность на 360 градусов, вы воспринимаете абсолютно все и разом. Как вы можете современными словами, современного языка описать? It's like myself. I believe I was at the center point of creation. То есть, понимаете, это совершенно другой уровень творения. How do you explain that? Как можно это описать? Как можно это объяснить даже? You don't have words. Слов-то нет для этого. Вообще-то, как бы православные потребляют зеркало, как бы видят мир как зеркало, а буддисты любят опрокинуть как бы вогнутую чашку, а не так употребляют. Orthodox believers, they prefer to use explanations or describing like a mirror of that very. Yeah, there's lots of different ways of Buddhists trying to describe it. They use this notion of bow. Oh yeah, yeah. That's one way to describe it. Да, один из способов. Many different ways. This gentleman. Да, вот, пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Савок Барбудес. Я хочу узнать, в угоду каких целей шельмуются и уничтожаются ученые-ревизионисты? Это те ученые, которые исследуют статистику жертв Второй мировой войны и мотиваций, которые привели к каким-то поступкам тех или иных разрекламированных мистиков. Я сам Барбудес, у меня немножко слабоумие, я прошу мне простым языком объяснить. Мы говорим об опыте клинической смерти. Мы не говорим
говорим о... Так они же многие клинической смертью, и клинической, и химической, и кислотой в лицо, и всякими разными другими методами уходили. Нет, клиническая смерть и физическая смерть. А я совок Барбудос, у меня в голове мало. А, простите, пожалуйста, простите. Скажите, пожалуйста, господа. Бывают люди, которые пережили клиническую смерть, а при этом опыта не приобрели, ничего с ними не бывает. Other people who had this near-death experience and they never had any changes or after their experience. I had 21% in my research base who said that they had no after effects at all. Значит, я столкнулась в своих исследованиях, я бы определила это как 21% тех, кто испытал подобный опыт, и которые говорят, что у них никаких последствий в жизни не ощущается. It seemed like when I went back to these people and talked to them again, когда я заново встречалась с этими людьми, беседовала с ними, it seemed like their experience was very light. Значит, оказалось, что тот опыт, который они имели, был очень-очень такой легкий. There was not any intensity. То есть не было там никакого ни напряжения, ни... It just didn't seem to have much effect on them. И действительно не оказал этот опыт такого сильного влияния на человека. But in those cases, но в этих случаях 21%, where I could talk with their family and friends, когда я беседовала с их, значит, с членами их семей, с их друзьями, and I asked the significant others, и я, значит, спрашивала, задавала вопросы по поводу этих людей другим, значит, людям близким в жизни. Вы заметили? Did you notice any difference Вы заметили afterward? какую-то разницу после того, как это с человеком случилось? And everyone I spoke to, и всех, с которыми я разговаривала, smiled, улыбались, and said, "Don't listen to him or her. They really changed afterward." Значит, и все говорили, не говори ему или ей, они очень сильно поменялись после этого опыта. I want to make a point here. Я хочу здесь особо отметить тот факт. Алена, я как обычно приеду в 10 в 11. Потому что проблемы какие-то. Я ни разу не сталкивалась с человеком, но я там который днем ушел, обладал и все. опытом клинической смерти, Ну, 2 раза ел. который бы знал, насколько он в действительности изменился. То есть на это осознание уходит годы. Приеду, покажу. Как минимум 7 лет. Как минимум. Before you really know and you can integrate it into your life. Прежде чем человек осознает те изменения, которые с ним происходят и которые происходят в его жизни. It's not something you do right away. Это не что-то вот, это не мгновенный эффект, скажем так. Now, what do we do now? Do we just keep talking? Do we quit? Нет, способности, да, она говорит про то, насколько человек осознает все, что вот в комплексе с ним произошло, и как это влияет и на него, и на его жизнь. Юля, а за 15 минут до окончания лекции конкретный вопрос о семинаре. Что из себя будет представлять весь семинар? И какой конкретный эзотерический проф мы можем извлечь? Высокие энергии, благодать, гроза, азов. На семинаре, это все будет на семинаре. Приходите на семинар. Но я сейчас напомню, но у кого будет возможность приходить на семинар, потому что тема очень интересная. Нет, это другое. Вы так и не поняли? Ну ладно, потом я как бы по вам. If we have a seminar tomorrow, it's got to be later. It can't be. We got 10 p.m. We got to get done at 9:30. I don't know how that's going to work. It might be better if it was 2:30. Okay. I don't know how to
answer about the seminar, I think you have to talk to Andre. Значит, по поводу семинара, пожалуйста, обращайтесь к Андрею Сияющему. Андрей, We had originally planned a 3-day seminar. Мы изначально планировали, значит, 3-дневный семинар. I doubt that we will have 3 days now, maybe 2. Сейчас я, честно говоря, немножко сомневаюсь в том, что у нас будет семинар именно 3-дневный. Возможно, он будет 2-дневный в этот раз. What we'll be talking about in that seminar, О чем я буду 1 day, рассказывать? 2, however Да. Andre decides to have. We will be talking about the near-death experience Значит, я опять and буду the рассказывать. after effects, Я буду рассказывать в основном the pattern of after effects. об околосмертном опыте, о том, как проявляются последствия подобного опыта в дальнейшей жизни человека. We'll be talking about adults and we'll be talking about children. Я буду отдельно говорить о взрослых, отдельно о детях. So if you want to learn more, Поэтому, если вы хотите больше узнать на эту тему, Julia asked me to talk a little bit about my own experience. да, вернулись к вопросу о собственном опыте. I can only tell you very little because remember I had 3. Я могу рассказать совсем немного, вкратце, потому что, как помните, And я I would имела 3 подобных опыта. be here for a long time. And I'm a little too tired to be here for a long time. Иначе, если рассказывать достаточно подробно о каждом из этих опытов, то это уйдет достаточно много времени и сил. My experiences were caused by miscarriage and extreme hemorrhage. Алло? Miscarriage. Lost a baby. Ага, понял. Неправильно, неправильно беременности. Ну когда тебе можно перезвонить? И чего-то с плодом. Я просто новости хотел узнать. Это была смерть номер 1. My first death was primarily just an out-of-body experience. То есть первый случай околосмертного опыта, это был фактически только опыт выхода из тела. It was what we would call the initial experience. Такой вот Ну сейчас, начальный подожди, я опыт. перезвоню, сейчас я на лекции. In my case, I was at home. В моем случае я была дома, I was not in a hospital. не в больнице, не в другом смысле, дома. I had cramped. I was in a lot of pain. У меня были очень сильные боли. I did not know what was happening. Я вообще не понимала, что происходит. I made it to the bathroom. Я пошла в ванную, в туалет. And I filled the toilet with blood. И, в общем-то, у меня началось кровотечение очень сильное. And there was a wee little sac in the blood. И вот в этой крови, которая из меня вышла, был маленький такой мешочек. And I stood up. Я встала. And it felt like there was a lightning bolt that went right through my heart. И у меня такое ощущение было, что меня в сердце ударила молния. It's like my heart was pierced. То есть как будто мое сердце пронзили насквозь. The body fell on the floor. Тело, физическое тело упало на пол. And I separated from my body and went up to the ceiling. Я оказалась отдельно от тела под потолком. I did not know what had happened. И тогда я не очень поняла, что произошло. Very seldom does a near-death experiencer know what is happening. На самом деле люди, которые получают вот этот опыт клинической смерти, редко понимают в момент происходящего, чего происходит на самом деле. In my case, the light was the light bulb, and the light bulb was on. В моем случае это light bulb. A light bulb. Это была лампочка, значит, горела. And I kept bumping into the light bulb. И я, находясь вот под потолком, я стучала в эту лампочку. And it didn't hurt. Мне было не I больно just при этом. kept bumping into the light bulb. То есть я вот так играла с лампочкой. And I looked down, and it was a long way to the toilet, and to the bathtub, and to the sink. И мне пришлось в какой-то момент все-таки спуститься вниз, к раковине, к полу, и для меня это был огромный путь. And I didn't know why that should be so far down. И я не понимала, почему такое расстояние огромное от пола до потолка вдруг оказалось. And I
I saw the bloody body on the floor. Я увидела на полу лежащее окровавленное тело. Let me be very honest with you. Позвольте, я буду с вами очень честной. You do not become someone you are not when you die. Вы не становитесь кем-то, кем вы не являетесь, когда вы умираете. I'm a very neat person. Я очень аккуратный человек. I'm a clean freak. Я помешана на чистоте. I saw that my son-in-law over there can verify that. Мой зять, он Greg. это подтвердил. Грег, помаши ручкой. I like things clean. Я правда люблю очень чистоту. I looked at that bloody body on the floor, and there was no way I was going to own up to that body as mine. Я увидела вот это тело, лежащее в крови на полу, и я никак не хотела обладать этим It was a mess, and I was not going to own up to it. И, значит, это был I вообще wanted nothing to do with that сущий body. беспорядок, я ничего общего с этим беспорядком иметь не хотела. So I just stayed up by the light bulb. И я осталась там, где горела эта лампочка. And then pretty soon, they're formed in the air around me. И довольно скоро вокруг меня образовалась воронка, что ли, воздушная. I called them blobs. Я называла Blobs. I don't know what else to call them. They were like ink blots, only fully dimensional. They were just blobs. такие They вот didn't have any form or shape. ну вот какие-то существа, Stuff. вот что-то, And they were нечто. kind of dark and yucky, and I didn't like them. Они были такие темные, и они мне почему-то очень не нравились. And pretty soon there was, it seemed like every thought I thought, there were more blobs. И чем больше я вот думала что-то, да, тем больше этих черных. And I didn't like being up there, and I didn't like the blobs. И мне разонравилось находиться там среди вот этих черненьких And I couldn't figure out what was causing them. И я никак не могла сообразить, что вызывает их в жизни. Then I heard a loud snap. Потом я услышала громкий щелчок. You have rubber bands here? It's like a rubber band being stretched way out, and then suddenly you let go, and it slaps back. Это вот как резинку растянуть широкую, тугую такую, да, и потом отпустить, такой вот громкий щелчок, хлопок. That's the way I came back into my body. Таким вот с этим щелчком фактически я попала обратно в свое тело. Like an overstretched rubber band. То есть как будто вот я оттягивала, потом бабах, меня обратно втянули. But I had to shrink to fit back in. Но мне пришлось, ну, фактически сжаться, да, чтобы попасть. Because I Дойти по размеру. was bigger out of my body than I was inside my body. Потому что я была гораздо больше вне своего тела, чем в теле. And I was pulled all the way back to my toes. И, в общем, меня так втягивало до кончиков пальцев на ногах. And when I was finally in my body, Да, и когда я обратно оказалась полностью в теле, the first thing I did was clean up the mess. первое, что я сделала, я убрала тот беспорядок, который устроил. Yes, I did! Да, я полностью убрала. Then I went to a doctor later. Только потом я обратилась к врачу. I found out in my second death what the blobs were. Во втором опыте клинической смерти я выяснила, что это за вот эти черненькие сущности, которые вокруг меня Because летали. I died again 2 days later. Потому что через 2 дня у меня это все повторилось. It was from phlebitis and thrombosis that dislodged. Это был тромбоз и... Да, тромбоз. And there were blobs again, only this time they were pretty. Опять вот какие-то такие, что-то такое летало, но они в этот раз были I симпатичные. discovered И я поняла, that the blobs were mind energy. потому что это была энергия моего разума. Whenever I thought a thought, Каждый раз, когда я думала какую-то мысль, the energy of that thought formed in the air. энергия этой мысли вот сгущалась буквально в воздухе. And that's what the blobs were. They are thought energy. То есть это вот наши мысли фактически. Whenever you think a thought, Каждый раз, когда вы думаете that какую-то energy of мысль, that thought still энергия exists. этой мысли продолжает существовать отдельно от вас. My second one lasted a long time. There were many things that happened. My third one, 3 months later, lasted a long time. Many things happened.
Вторая моя смерть была достаточно длительной, там много чего случилось. Третья, которая имела место 3 месяца спустя после первых двух, тоже была довольно длительной, и там много чего случилось. When it was through, и когда все это закончилось, I could not recognize my own children. Я не могла узнавать своих собственных детей. I had no idea who I was. То есть я не могла понять, кто я такая. I did not know what bed was. Bed. Я не представляла, что такое I постель. did not know what a newspaper was. Я не представляла, что такое газета. I did not know what food was. Я не понимала, что такое еда. I didn't know anything. Я вообще ничего не понимала. All I knew Все, что я знала, was that I was a soul это то, что я душа, and that I belonged in this great big world. и то, что я принадлежу и существую в этом огромном мире. And I did not know why И я не знала, почему I was now squeezed into this little body in another world. меня так вот взяли, ужались. And it took me a long time to Маленькое, bring that together. тесное тело и отправить обратно жить в этот мир. И у меня достаточно много времени ушло на обратную адаптацию. When times were the most difficult, И самые трудные времена I would chant to myself. я разговаривала, в самые сложные моменты я разговаривала сама с собой, God is. что Бог есть. And I would say, God is, God is, God is, for Бог hours. есть. Часами повторяла себе. Kept me saying, kept me saying. Да, повторяла, продолжала, повторяла раз за разом. And then I learned a litany, just a little piece, that also made a big difference in my life when I was trying to come back and figure out who I was and what a body is. И в тот период, когда я пыталась обратно вот, помириться с собой, со своим телом, в период адаптации, я узнала кое-что, что сильно повлияло на мою дальнейшую жизнь, в общем, помогло мне адаптироваться. I don't know how many of you here like science fiction. Я не знаю, насколько вы любите Some of you like science fiction. научную фантастику. Are you acquainted with the books Dune by Frank Herbert? D-U-N-E. Dune. Серия Дун. Dune, Дюна, да? the Dune books. Да. I read the first of the Dune books. Я прочитала первую из этой серии книгу после того, как со мной все это произошло. And in the first couple of pages, И на первых 2 страницах those special women that are trained in the там Dune была books, женщина, которую специально учили, тренировали. part of their power comes from what is called the litany of fear. Часть их силы заключалась в способности управлять энергией страха. Now, for some reason, I memorized that litany different than what's in the book. По какой-то причине я совершенно по-другому восприняла и запомнила вот это описание, чем оно в книге дано. This is the way I memorized it. То, как я запомнила. Fear is the mind killer. Это убийца ума. It is the little death. Это маленькая смерть. I will face my fear. Я открыто посмотрю на свои страхи. It will pass over me, Это пройдет мимо меня, around me, вокруг меня and through me. и через меня. Алло? And when Я it ее кормил 2 is раза, когда я past, уходил, и утром, и в обед. Видите, там поговорить. I will remain. Я останусь. Я останусь. Let me say that again. Я еще раз повторю это. Fear is the mind killer. Страх – это убийца ума. Ну ладно, It is the little я death. начинаю. Это маленькая смерть. I will face my fear. Я посмотрю в лицо своему страху. It will pass over me, Он пройдет надо мной, around me, вокруг меня and through me. и через меня. And when it is gone, И когда он уйдет, I я will remain. останусь. That litany gave me so much courage. И мне этот кусочек, этот абзац дал такое мужество, такую смелость. When my experiences were over, И когда эти мои переживания и опыты закончились, I had to relearn how to stand, мне пришлось заново учиться стоять, how to walk, ходить,
how to run, бегать, how to tell the difference between left and right, как различать правое и левое, how to see properly, как правильно смотреть глазами, hear слышать properly, ушами, and redo all of my belief systems. И вообще пришлось изменить, очень сильно проработать систему верования, систему ценностей. It's like being a baby again. Ну, то есть, как будто я заново родилась и была вот буквально ребенком. Да? And I had to learn everything over again from scratch. И мне пришлось вот учиться всему заново буквально. And it was a struggle. Это была борьба. Это с трудом давалось. 1 year later, Год спустя I was pretty much a human being again. я, в общем-то, очень таким нормальным человеком обратно стала. And that's when I began my research. И тогда я начала свои исследования. So we're finished now because they were closed. Oh, good, we're finished. Да, все, мы на этом закончили. May I autograph Короткий anything? вопрос, очень-очень короткий. Там спрашивали у вас, хотите на землю? Did they ask you if you want to go back to the earth? Not in my case. Нет, не мои. I was told by that voice to do the research. Мне утвердили, да, они меня утвердили, чтобы провести вот эти исследования. Меня вернули. Anybody want to take this seminar? Talk to Andre. Where's Те, Andre? кто захотят участвовать в семинаре, пожалуйста, обращайтесь к Андрею Сияющему. У него фамилия такая. Thank you.